Всем привет! В одном из предыдущих видео я рассказывал о том, как в Excel можно создать вот такой полностью динамичный календарь на месяц с помощью простейших формул и условного форматирования. В этом видео мы сделаем еще один шаг дальше и создадим на основе данного календарика универсальный календарь на целый год, позволяющий автоматически планировать и отображать рабочие смены с учетом выходных, праздничных, а также любых других заданных пользователям специальных дней. Чтобы создать такой календарь, в рамках сегодняшнего видеоурока мы будем следовать следующему плану. Во-первых, мы подготовим все вспомогательные умные таблицы для автоматизированного вычисления рабочих смен и для внесения в календарь отдельных специальных дат. Во-вторых, мы расширим текущий календарь еще на 11 месяцев, чтобы в итоге получить полный календарь на год. В-третьих, мы создадим основной список дат. Он будет автоматически выводить данные о каждом отдельном дне выбранного года, основываясь на специальной логике и на подготовленных в первом шаге вспомогательных таблицах. Ну и в последнем, четвертом шаге, мы настроим все требуемые нам правила условного форматирования для того, чтобы Excel мог наглядным образом закрашивать дни в календаре в соответствии с их характеристикой, указанной в основном списке дат. Окей, вот такой план перед нами стоит, и давайте приступим к его выполнению. Начнем работу мы при этом с того момента, на котором остановились в прошлом видео. Это вот этот календарь. Первым шагом, как и было сказано, мы должны подготовить все вспомогательные умные таблицы. Их будет 4, и первая из них – это настройка формата недели в календаре. Иначе говоря, настройка того, с какого дня должна начинаться неделя. На данный момент эта настройка, скажем так, вшита непосредственно в первой формуле календаря. Вот здесь. Двойка говорит о том, что неделя должна начинаться с понедельника. Если мы заменим двойку на единицу, то первым днем недели в календаре, как и указано в списке, становится воскресенье. Принцип работы данного календаря и, в частности, этой формулы мы подробно разбирали в прошлом видео, вот здесь. Так что, если вы все еще не смотрели это видео, обязательно советую его посмотреть. Так будет намного легче понимать, что мы делаем в сегодняшнем видео. Так вот, поскольку в дальнейшем мы будем создавать еще 11 копий данного диапазона для отображения календаря на целый год, неплохо бы статично прописанную настройку формата недели вынести за пределы формулы, чтобы ее можно было удобно менять в одном месте сразу для всех 12 месяцев будущего календаря. Именно это мы сейчас и проделаем. Выбираю ячейку J2 и вписываю вот такой заголовок «Первый день недели». В единственной ячейке этой таблицы, как и было сказано, мы будем хранить настройку первого дня недели в календаре. Для начала давайте я внесу в ячейки ниже просто единичку. Окей. Теперь выбираем обе эти ячейки, и нам нужно их перевести в формат умной таблицы. Сделать это можно либо вот здесь, вкладка «Главное», форматировать как таблицу и выбрать один из стилей. Либо же можно воспользоваться комбинацией клавиш. Я предпочитаю применять комбинации клавиш, так что использую шорткат Ctrl-T. В открывшемся окошке нужно убедиться, что вот здесь поставлена галочка, и после можно нажать на ОК. Диапазон успешно переводится в формат умной таблицы. Давайте сразу эту таблицу и переименуем. Выбрав одну из ячеек этой умной таблицы, во вкладке «Конструктор таблиц» в данном поле меняем название. Пусть это будет, например, UT, то есть умная таблица, и через нижние пробелы настройка формата недели. Enter. Готово. Также давайте выровняем содержимое ячеек этой таблицы по левому краю и по центру по вертикали. Отлично. Первая вспомогательная таблица готова. И, как помните, ее мы создавали для того, чтобы вывести настройку формата недели из формулы этой ячейки на рабочий лист. Это мы и проделаем следующим шагом. Проще всего это можно сделать так. Выбрав ячейку с первым понедельником календаря, в строке формулы, вот здесь, нам нужно найти функцию «День нет». Вот она. Просто щелкаем по наименованию этой функции, и нам ниже выводится подсказка с ее параметрами. Щелкаем по параметру «Тип», и Excel предвыбирает за нас значение нужной настройки. Нам теперь, в свою очередь, лишь остается удалить текущее статично введенное значение, единицу, нажимая для этого на клавишу Delete, и после этого нам нужно щелкнуть левой кнопкой мышки по единственному значению подготовленной вспомогательной таблицы, в результате чего вставляется вот такая структурированная ссылка. Супер. Нажимаю на Enter, и все готово. Теперь, благодаря произведенной поправке, выбор первого дня недели производится в данном внешнем диапазоне, а не непосредственно в формуле календаря. Именно поэтому, если я вот здесь сейчас внесу в качестве настройки двойку, как это было в самом начале, и нажму на Enter, то отображение календаря сразу меняется на привычное нам. Теперь первый день недели – это понедельник. Так данную настройку и оставим. Супер! Первую вспомогательную таблицу мы полностью приготовили и приступаем к созданию второй. В ней мы будем говорить нашему календарю, сколько и какой длительности нам нужны планируемые рабочие смены. Давайте начнем опять-таки с того, что пропишем заголовки столбцов таблицы. Первый столбец будет называться «Количество смен», а второй будет называться «Длительность смены». В качестве примера сперва настроим наш календарь на отображение 3 смен длительностью по 2 дня. Сразу же опять-таки переводим данный диапазон в формат умной таблицы. Выбираю его, Ctrl-T, убеждаюсь, что галочка поставлена, и жму на Enter. Тут же переименовываем новую умную таблицу. Назовем ее «Умная таблица», UT, настройка смен. Enter. Во вкладке «Главное» поправляем выравнивание, и еще одна таблица готова. Принцип работы этой таблицы мы будем тестировать позднее, поэтому пока идем дальше и приступаем к созданию
третьей вспомогательной таблицы. Вот она уже будет более интересной. В ней мы будем программировать основные типы дней. Давайте сперва отобразим ее, и потом я объясню, что эта таблица будет делать. Итак, она будет состоять из 4 столбцов. Номер, день недели, тип дня, основной, а также учет рабочего дня. В столбце номер мы должны ввести числа от единицы до 7, а в столбце день недели, соответственно, прописываем наименование дней. Теперь этот набросок таблицы также переводим уже знакомым нам образом в формат умной таблицы. Поменяем выравнивание содержимого и зададим название. Это будет умная таблица «Основные типы дней». Отлично. Теперь давайте, собственно, обсудим, для чего будет предназначаться данная таблица. В ней мы будем сохранять указание основного типа дня недели. Имеется в виду указание определенной характеристики дня, которая будет присуждаться дате в зависимости от того, на какой день недели она выпадает. В сегодняшнем примере, да и вероятно в большинстве практических случаев применения этого календаря, обязательными основными типами дней будут рабочие и выходные дни. В качестве первого примера давайте обозначим рабочими дни с понедельника по пятницу, а суббота и воскресенье будут днями выходными. Супер! И у нас остается незаполненным лишь последний 4-й столбец этой таблицы. Как вы знаете, в последующих шагах мы создадим систему, которая будет автоматически распределять рабочие смены по дням. Для этого данная система должна будет иметь возможность вести накопительный подсчет рабочих дней. И как раз для этой задачи у нас подготовлен 4-й столбец под названием «Учет рабочего дня». В нем единицей мы будем обозначать по умолчанию подсчитываемые дни недели, а нулем неподсчитываемые. Окей, вполне возможно, вам пока не совсем понятно, для чего предназначается этот столбец. И не переживайте, это вполне нормально. Буквально через пару минут вы наглядно увидите то, какую роль он играет и как мы его будем применять. А пока давайте перейдем к подготовке последней оставшейся вспомогательной таблицы. Итак, 4-ю вспомогательную таблицу расположим также ниже, начиная вот отсюда. Заголовки ее будут следующими: описание, дата, тип дня, дополнительный и по аналогии с предыдущей таблицей учет рабочего дня. В этой таблице мы будем вручную вносить отдельные дни дополнительного типа, например, праздники. В качестве первого примера как раз внесем Новый год. Описание Новый год, дата 1 января 2022 года, тип праздник и учет рабочего дня вписываем 0. Также сразу переведем этот диапазон в формат умной таблицы, произведем переименование и поправим выравнивание содержимого. Окей, и вот данная таблица позволит нам в будущем добавлять в отражении календаря специальные дни и указывать, как система должна при вычислении смен считаться с этими днями. Приведем пример. Вот заполнение марта 3 сменами длительностью по 2 дня, без отображения каких-либо праздников. Если мы благодаря последней добавленной вспомогательной таблице внесем в список особых дней 8 марта в качестве праздника и выставим в столбце учет рабочего дня 0, то календарь будет понимать, что этот день не рабочий, следовательно он его отметит как праздник, и также будет произведен сдвиг размещения на 1 день вперед всех затронутых рабочих смен. И это вот лишь один пример применения этой вспомогательной таблицы. Другими примерами можно назвать отображение в ней замены смен. Например, когда в определенный день по определенным обстоятельствам одна смена должна заменить другую. Также можно назвать, например, применение этой таблицы для указания корпоративного отпуска и так далее. В общем, эта таблица дает возможность вносить в календарь отдельные нужные события, удобно встраивая их во всю систему. Опять-таки, это было лишь короткое объяснение, чтобы вы понимали, что мы делаем, и мы обязательно еще приведем наглядные примеры, как только наш календарь полностью примет свою готовую форму. Поэтому давайте, собственно, продолжим и перейдем к следующему шагу, к добавлению еще 11 месяцев в календарь. Для этого, во-первых, сдвинем все вспомогательные таблицы правее. Выбираю вот так целиком столбец I и начинаем добавление. Один столбец для пробела между будущими январем и февралем. Использую комбинацию клавиш Ctrl+. Затем еще 7 столбцов для февраля и, соответственно, всех находящихся под ним месяцев. Снова один дополнительный столбец для пробела с 3-м рядом месяцев и завершающие 7 столбцов для месяца марта и ему подобных. Итого я добавил 16 новых столбцов, и мы их буквально через пару минут будем заполнять недостающими месяцами, копируя вот этот диапазон и внося в его формулы небольшие поправки. Перед этим, однако, нам нужно произвести еще пару действий, а именно нужно поправить оставшиеся с прошлого видеоурока правила условного форматирования этого диапазона, нужно изменить в нем одну формулу, заменить объединение ячеек в заголовке на выравнивание по центру, а также нужно добавить еще общий заголовок с указанием года всему календарю. Начнем с того, что отменим вот это объединение ячеек. Выбрав вот так заголовок, щелкаем во вкладке «Главное» по кнопке «Объединить и поместить в центре». После этого все с таким же выбранным диапазоном открываем окно форматов ячеек комбинацией клавиш Ctrl+1 и здесь во вкладке «Выравнивание» в пункте по горизонтали выбираем значение по центру выделения
выделения. Окей. И теперь у нас вот так аккуратно центрируется заголовок месяца. Следующим шагом добавим общий заголовок с указанием года для всего будущего календаря. Выбираем ячейку B2. Именно в ней у нас будет в виде одной из дат вводиться указание требуемого года. И вписываем, например, 1 января 2022 года. Enter. Места, внесенной в ячейку дате, также не хватает, так что еще раз выровняем размещение содержимого этой ячейки по центру выделения. Выбираем вот так диапазон шириной будущего календаря. Это столбцы от B до X. Используем комбинацию клавиш Ctrl-1 и во вкладке выравнивания опять выбираем настройку выравнивания по горизонтали по центру выделения. Enter. И теперь у нас значение ячейки выравнивается вот таким образом. Следующим шагом вместо введения здесь даты настроим выведение лишь года. Опять зажимаем Ctrl, нажимаем единицу и вводим в открывшемся окне во вкладке «Число» в пункте «Все форматы» пользовательский числовой формат. 4 буквы Г. Enter. И теперь у нас в заголовке всего календаря прописан лишь год. Очень хорошо. Давайте сделаем это указание года побольше и в полужирном начертании. Отлично. Теперь поправляем диапазон этого первого месяца, на данный момент автоматически это февраль, ведь его нам в последующем предстоит копировать для отображения оставшихся месяцев. Во-первых, удалим или же поправим примененные к диапазону правила условного форматирования. Выбираем одну из ячеек этого первого месяца и во вкладке «Главное» щелкаем по группе команд «Условное форматирование». В выпавшем списке команд выбираем опцию «Управление правилами». Как видим, у нас здесь присутствуют вот эти два правила форматирования. Первое правило выделения текущего дня мы целиком удалим, а форматирование второго правила поправим. Дважды щелкаем по нему левой кнопкой мышки и в открывшемся окне щелкаем по кнопке «Формат». На данный момент это правило делает номер дней, не относящихся к отображаемому месяцу, такими полупрозрачными. Для календаря целого года я предлагаю, однако, внести поправку, в рамках которой номер подобных дней будет и вовсе иметь белый шрифт, чтобы сливаться с белым задним фоном. Чтобы это реализовать, во вкладке «Шрифт», где мы и находимся, выбираем цвет белый. Подтверждаем все эти изменения нажатием на ОК, и вот видим желаемый результат. Кроме того, поскольку год теперь выводится в общем заголовке, его указание из заголовка месяца можно спокойно удалить. Выбираем заголовок этого первого месяца, он вот здесь внесен, используем комбинацию клавиш Ctrl-1 и изменяем числовой формат ячейки с данного варианта на просто 4 больших буквы М. Жмем на ОК, и теперь в заголовке месяца указан лишь сам месяц. Супер. Отлично. В качестве последней поправки теперь, собственно, изменим прописанную в заголовке месяца формулу. Сейчас у нас здесь внесена функция «Сегодня». Ее нам нужно изменить, так что, выбрав ячейку, вносим знак равенства и вписываем функцию DataMes. С помощью нее нам будет легче в последующем выводить остальные месяцы. Открываем скобки. И в первом параметре функции указываем ячейку B2. Эту ссылку сразу целиком закрепим, нажимаем для этого клавишу F4, после этого ставим точку с запятой и вносим 0. Закрываем скобку, Enter. Как видите, теперь у нас первым месяцем становится январь вне зависимости от текущей даты. Происходит это благодаря тому, что мы избавились от той функции «Сегодня». Супер! Для последующего максимально удобного копирования этого диапазона все подготовлено, так что теперь копируем диапазон января, вот так целиком вместе с заголовком, и выбрав ячейку J3, вставляем копию скопированного диапазона. Ctrl-V. Теперь нажимаем на Escape, и теперь в скопированном диапазоне выбираем отдельно ячейку J3 и нажимаем на F2, чтобы войти в режим редактирования содержимого этой ячейки. Здесь изменяем ссылку с ячейки B2 на B3, то есть на заголовок предыдущего месяца. При этом ссылка нам нужна в этот раз смещающаяся, поэтому символы доллара нам не нужны. Нам нужна вот такая чистая ссылка B3. Ну и в итоге также заменяем 0 на единицу. Все готово, так что нажимаем на Enter и получаем вот такой результат. На самом деле все в порядке. На данный момент дни февраля не отображаются, поскольку, к сожалению, правила условного форматирования при копировании не умеют сдвигать абсолютные ссылки. В нашем случае ссылку на новый заголовок. Именно поэтому сейчас и в последующем при добавлении прочих месяцев нам придется производить эту поправку вручную. Делается это так. Выбрав один из дней нужного месяца, например, в отношении февраля вот тут где-нибудь в середине, открываем список правил форматирования и дважды щелкаем по вот этому правилу левой кнопкой мыши. Здесь в формуле первую ссылку меняем с B3 на J3, то есть на заголовок февраля. Enter, Enter, и теперь все выглядит просто отлично. Следующим повторяем процесс для марта, то есть копируем диапазон февраля и вставляем вот здесь, в ячейке R3. Ссылка в формуле заголовка у нас автоматически сдвинулась правильным образом сама, так что нам остается лишь поправить правила условного форматирования. Захожу в условное форматирование, управление правилами, двойной щелчок по единственному имеющемуся здесь правилу и заменяю первую ссылку с ячейки J3 на R3. Окей. Следующие месяца можно скопировать уже целым рядом. Выделяем вот так сразу 3 месяца из
первого ряда и вставляем их прямиком под первую тройку. Формулу теперь нужно поменять лишь для этого блока. Смещаем ссылку на заголовок марта, удаляем символы долларов с помощью клавиши F4, ну и заменяем 0 единицей. Enter. И теперь, как мы это уже проделывали, поправляем правила условного форматирования. Только в этот раз нужно в первой ссылке менять номер строки стройки на число 11 для каждого правила. Супер! Окей. Ну и аналогичным образом, собственно, завершаем календарь добавлением еще 2 рядов месяцев, поправляя лишь правила условного форматирования. В правилах условного форматирования третьего ряда нужно в первой ссылке поменять число 11 на 19, а в четвертом ряду, в свою очередь, нужно в первой ссылке сменить номер строки 19 на строку 27. Супер! Что ж, в качестве последней поправки я, пожалуй, еще немного увеличил бы горизонтальный пробел между месяцами. Для этого вот так выбираем, зажав Ctrl, все строки с заголовками месяцев и сделаем их повыше. Щелкаю для этого по номеру одной из выбранных строк правой кнопкой мыши и выбираю настройку «Высота строки». Выставлю значение, например, 25 и подтверждаю изменения. Супер! Календарь полностью отображен и готов к последующим рабочим шагам. А следующим шагом у нас, как вы помните, является создание основного списка дат. Он у нас будет расположен правее от вспомогательных таблиц. Вот здесь. Давайте приступим к его созданию. Начнем опять-таки с заголовков. Они будут такими: номер, дата, тип дня, учет дня, накопительный счет, а также смена, штрих, тип дня. В этой таблице, как и было сказано, будут отображаться все дни года. Поэтому следующим шагом зададим ей нужный размер. В году у нас обычно 365 дней, тем не менее, также нужно не забывать и о високосных годах, в которых на один день больше. Именно поэтому вносим в этой ячейке AE3 значение 1 и, выбрав его во вкладке «Главное», щелкаем по группе команд «Заполнить». В открывшемся списке выбираем команду «Прогрессия». Нам нужно возрастающее заполнение ячеек выбранного столбца вплоть до значения 366, поэтому в расположении выбираем опцию «По столбцам» и предельное значение вносим 366. Окей. И мы только что таким образом задали правильный размер нашей умной таблицы. Так что теперь давайте выберем весь ее диапазон. Выбираем для этого ячейку AE2. Вот эту, зажимаем клавиши Ctrl и Shift и нажимаем клавишу со стрелкой вправо. После этого, все так же держа зажатыми Ctrl и Shift, нажимаем стрелку вниз. В результате вот так целиком выбирается диапазон будущей умной таблицы, и мы с помощью уже знакомой нам комбинации клавиш Ctrl-T переводим этот диапазон в формат умной таблицы. Название ей зададим такое: умная таблица, список дней. Ну и поправим сразу выравнивание. Супер! Таким образом, мы наконец подошли к, пожалуй, самой интересной части сегодняшнего видеоурока, к построению логики отметки дней в календаре и к заполнению этой основной таблицы. Начнем давайте с того, что заполним столбец «Дата». Делать мы это будем, естественно, в автоматизированном формате с помощью формулы. Для этого нам нужно, во-первых, прописать такую функцию, которая всегда возвращала бы значение первого числа выбранного года. Как вы уже знаете, выбранный год у нас прописан вот в этой ячейке B2 в формате даты, поэтому мы можем сейчас сделать следующее. Выбираем первую ячейку значений столбца «Дата», ставим знак равно и вписываем функцию «Дата». Открываем скобку и в качестве первого аргумента прописываем функцию «Год», в рамках которой, открыв скобки, вставляем ссылку на ячейку B2. При протягивании формулы вниз данная ссылка не должна смещаться, то есть нам нужно ее закрепить. Для этого используем клавишу F4. Супер. Закрываем скобку, ставим точку с запятой и в оставшихся двух параметрах функции нужно просто внести единички. Вот таким образом. Снова закрываем скобки и попробуем для начала ввести эту формулу, чтобы посмотреть на промежуточный результат. Жму Enter. В рамках умной таблицы формулы протягиваются автоматически, и в итоге у нас весь столбец дат заполняется первым числом выбранного года. Окей. Половину функционала этой формулы мы прописали, и поэтому продолжаем написание всей формулы. Выбрав первую ячейку, нажимаю на клавишу F2, чтобы войти внутрь ячейки для редактирования ее содержимого. И эту формулу мы сейчас допишем так. Вписываем в конце символ плюса и вводим ссылку на указанную слева ячейку с возрастающим номером дня. Если мы нажмем на Enter сейчас, то, как видим, у нас список дней будет начинаться со второго числа. Поэтому все, что остается сделать, это отнять в конце формулы единицу. Снова с помощью F2 входим в режим редактирования содержимого первой ячейки и вписываем на конце формулы -1. Enter. И сейчас результат выглядит намного лучше. Теперь в этом столбце перечислены все даты выбранного года. Единственным пунктом, который бы я еще поправил, является следующий. Смотрите, если выбранный год не високосный, то в качестве 366 дня в самом конце таблицы будет указан первый день следующего года. Это не критично, но чтобы все было совсем красиво, поправим и этот пункт. Снова выберем первую ячейку столбца, F2. Курсор у нас сейчас расположен в конце формулы, так что зажимаем Shift и щелкаем по клавише Home, в результате чего выбирается весь текст в
вплоть до самого начала содержимого ячейки. Теперь, все так же держа зажатой клавишу Shift, щелкаем по стрелке вправо, чтобы убрать из выбора символ равенства, копируем выделенную формулу и щелкаем стрелку влево, чтобы поставить курсор в начале формулы. Здесь теперь пишем следующее. Во-первых, вносим функцию «если». Открываем скобки и вписываем формулу год. Снова открываем скобку. Далее нажимаем на клавишу End, чтобы перейти в конец строки формулы, и здесь вводим сперва одну закрывающую скобку. Получается, вся эта часть формулы будет возвращать год, выводимый в самой этой ячейке даты. Именно поэтому для проверки года этой даты ставим в конце знак равно и прописываем опять функцию год. Только в этот раз в качестве входного аргумента в скобках указываем ячейку B2. Сразу закрепляем эту ссылку нажатием клавиши F4 и закрываем скобку. Получается, сейчас мы сказали, если год даты самой этой ячейки равен году вот этой даты, то ставим точку с запятой и используем комбинацию клавиш Ctrl-V, в результате чего вставляется скопированная тогда часть формулы. Далее опять вводим точку с запятой и в последнем параметре функции просто в кавычках введем символ минуса. Готово. Закрываем последнюю пару скобок, Enter. И теперь столбец будет у нас всегда содержать даты лишь выбранного года. Вот смотрим, в 366 строке дата не отображена и внесен минус. Если же мы выберем теперь отображение високосного года, следующий таковой год это 2024, то сразу, как видите, у нас поправляется, во-первых, сам календарь, а во-вторых, столбец дата в списке дней все так же правильно заполняется, не забывая и особый 366 день года. Супер! В качестве рассматриваемого для примера года давайте я, однако, пока верну на место 2022 год. Что ж, супер! Второй столбец мы здесь заполнили, так что переходим к следующему. В нем должны выводиться типы дней, указанных слева дат. При этом смотрите, логика здесь будет следующая. Во-первых, таблица должна смотреть, а не перечислена ли указанная слева дата в таблице особых дней. Вот здесь. Если дата там и вправду перечислена, как в случае с 1 январем, собственно, то должен выводиться указанный для даты в этой же таблице дополнительный тип дня. Если же проверяемая дата в этом списке отсутствует, то пусть выводится основной ее тип в соответствии с находящейся выше таблицей. В нашем текущем примере это указание того, является ли день рабочим или выходным. Формулу с подобным функционалом можно прописать по-разному. Например, с помощью функции VPR, комбинацией клавиш индекс и поиск POS, или же с помощью новой функции просмотр X. Я буду в последующем в рамках этого видеоурока везде использовать именно функцию просмотр X, так как она позволяет быстрее прописывать формулы с нужным функционалом. При этом я понимаю, что поскольку эта функция стала доступной всем лишь с версией Microsoft Office 2021 года, вероятно, у многих зрителей использовать ее не получится. Именно поэтому по написании формул, содержащих в себе функцию просмотр X, я буду также выводить на экране и их аналог с использованием универсальной комбинации индекс и поиск POS. Окей. Давайте приступим. Ставлю знак равно, начинаю писать наименование функции просмотр X, и как только она выводится в предлагаемых функциях, предвыбираю ее клавишей со стрелкой вниз и жму на Tab. Excel автоматически правильно дописывает наименование этой функции. В первом параметре функции указываем, что мы будем искать, это вот эта дата. Во втором параметре говорим, где мы эту дату будем искать. Это столбец со списком особых дней, вот так его выделяем. Ну и в третьем параметре говорим, значение из какого диапазона должно возвращаться. Это столбец с указанием дополнительного типа дня. Супер, снова ставим точку с запятой, и в следующем необязательном параметре функции мы можем сказать, что должно выводиться, если искомая дата в этом списке не была найдена. И как вы думаете, что мы здесь введем? Правильно, опять функцию просмотр X. В этот раз мы, однако, будем искать не саму указанную слева дату, а номер дня ее недели. Для этого пишем день нет, вот эта функция. Tab, в ней указываем дату и через точку с запятой говорим, какой нам нужен вариант нумерации дней. Нам нужен второй вариант, закрываем скобку и вносим точку с запятой. Ну и после этого говорим. Номер дня недели этой даты мы будем искать вот здесь, а возвращаться должно указание основного типа дня. Дважды закрываем скобки, жмем на Enter и смотрите, какой отличный результат мы видим. Теперь особые дни, перечисленные вот в этой таблице, отмечаются соответствующим дополнительным типом дня. Вот, например, 1 января и 8 марта отмечены как праздники, а все остальные, обычные дни, помечаются либо как рабочие, либо как выходные, в соответствии с их днем недели. Супер! Таким образом, еще один столбец готов, и мы переходим к подготовке следующего. Для него, кстати, формулу мы сейчас пропишем очень быстро, ведь она фактически будет аналогичной вот этой уже прописанной слева формуле. Давайте ее как раз целиком скопируем и вставим в первой ячейке столбца «Учет дня». Зажимаю Ctrl-Shift, нажимаю клавишу Home, выделяется вот так вся формула, Ctrl-C, выделяю первую ячейку столбца «Учет дня», нажимаю F2 и здесь вставляю скопированный текст формулы. Окей, и сейчас нам остается внести лишь две мельчайшие поправки. Во-первых, ищем мы здесь все так же дату, указанную левее в столбце дат особых дней. Вот только возвращать нам нужно не тип дополнительного дня, а столбец со статусом учета рабочего дня. Так что выбираем вот так название ненужного столбца. Во-первых, тип дня дополнительный.
и удаляем его. А после начинаем писать слово «учет». После первых двух букв Excel сразу предлагает нам к выбору вот такой столбец. Так что нажимаем на Tab, и наименование предложенного столбца автоматически целиком дописывается за нас. Отлично. Во-вторых, вот здесь заменим столбец «тип дня основной» на также столбец «учет рабочего дня». Все, Enter, и видим, если день рабочий, то у нас здесь вписывается единичка, если выходной, то нолик. При этом 8 марта у нас это вторник, основной тип этого дня недели рабочий, но поскольку 8 марта, согласно данной таблице, день праздничный, в основном списке дней в столбце «учет рабочих дней» выводится 0. Просто отлично. Что ж, остаются всего два столбца. Продолжаем. Формула следующего столбца будет крайне простой. Смотрите, что мы в ней напишем. Ставим знак равно и вносим функцию «если». В ней, открыв скобки, пишем: если значение ячейки левее равно нулю, то, точка запятой, то пусть ничего не выводится. Открываем и закрываем кавычки. В противном случае, точка запятой, суммируй, пишем сумм, открываем скобки и здесь указываем следующий диапазон. Щелкаем по заголовку столбца учета дней, затем вносим двоеточие. При этом Excel, как у меня сейчас это и произошло, иногда не дает сразу вставить двоеточие при введении ссылок в формулах. Вот попробую еще раз. Зажимаю Shift и нажимаю на цифру 6 для введения двоеточия, но вот не срабатывает. Если у вас такая же ситуация, то просто внесите сперва, например, символ процента, сотрите его и затем снова попробуйте вставить двоеточие. Вот Shift 6 и видим. Обычно так сразу все срабатывает. Окей. И вот теперь мы, наконец, введя двоеточие, щелкаем по соседней ячейке слева. То есть данная формула, протягиваясь вниз, будет протягивать за собой и указанный в рамках столбца «учет дня» диапазон. Окей. Собственно, формула уже целиком прописана, так что закрываем одну пару скобок, сразу же вторую и жмем на Enter. В итоге у нас протягивается вниз счет лишь рабочих дней. При этом смотрите, опять-таки будет интересно посмотреть на 8 марта. Его Excel как праздник в нумерации вот так перескакивает и продолжает возрастающий счет лишь после него. Просто супер. Что ж, нам остается заполнить лишь последний столбец, и в нем мы сейчас пропишем просто отличнейшую и очень интересную по своему функционалу формулу. Итак, смотрите, в этом столбце мы должны прописывать смены указанной длительности, если день рабочий, а если же день является выходным, праздником или днем любого другого дополнительного типа из данной таблицы, то должен выводиться соответствующий дополнительный тип дня. Подтягивание дополнительных типов дней при этом вовсе не является сложностью. По-настоящему интересной является реализация метода вычисления смен правильной длительности, и ключом к разгадке этой задачи являются две функции – остат и частная. Давайте пошагово разберемся и сперва протестируем. Для начала испробуем функцию частная. Эта функция позволяет получить целую часть результата деления с остатком. На слух это достаточно сложно понять, поэтому давайте я приведу наглядный пример. Ставлю знак равно, пишу частное, открываю скобку и лишь в рамках примера для большей наглядности в качестве первого параметра давайте введем вот это пошагово возрастающее значение номера дня. Ставим точку с запятой и в качестве второго аргумента введем для начала, например, двойку. Закрываем скобку, нажимаем на Enter и у нас выходит вот такой результат. Фактически эта функция нам сейчас говорит, сколько целых делителей, в нашем случае двоек, вмещается в делимое число. То есть смотрите, например, в случае первого числа, единицы, ни одна двойка целиком не может в ней уместиться. Поэтому мы получаем в результате вычислений 0. В двойке же как раз ровно 1 целая двойка и умещается, поэтому получаем единицу. В тройке то же самое. В ней умещается лишь 1 целая двойка, соответственно и результат единица. В четверке же умещаются уже 2 целых двойки и так далее. Окей, так мы, считай, разобрали принцип работы функции частная. При этом для нас сейчас важно то, что с помощью этой функции мы фактически получаем постоянно возрастающее значение с заданным количеством повторений каждого отдельного числа. Вот 2 единицы, 2 двойки, 2 тройки и так далее. Если в функции делитель двойку мы заменим тройкой, то выходит аналогичная прогрессия, только содержащая уже по 3 повторения каждого числа. Вот 3 единицы, 3 двойки, 3 тройки и так далее. Кстати, вы, вероятно, заметили, у нас всегда не хватает одного повторения нуля. Исправить это можно крайне просто. Надо лишь внести вот здесь после ссылки на значение номера строки -1, Enter, и вот все работает ровно как нам нужно. Теперь абсолютно все встречаемые здесь числа повторяются одинаковое количество раз, включая первый 0. Супер. Смотрите, чтобы еще раз удостовериться, внесем четверку и сразу чередуются четверки чисел. Введем обратно двойку и идут пары. И так далее. Таким образом, получается, мы только что с вами нашли метод для программирования длительности будущих рабочих смен. Пока, однако, наша система с помощью лишь функции «частная» создает бесконечное количество смен. То есть вот нулевая смена длиной в 2 дня, первая смена длиной в 2 дня, вторая, третья, четвертая и так далее. Нам же нужно, чтобы система чередовала заданное количество смен определенной длины. То есть, например, первая смена, вторая смена, третья. И снова первая, вторая, третья.
и так далее. Давайте решим и эту задачу. Я уже успел назвать вам функцию осtat. Сейчас именно она нам и понадобится. Смотрите, в чем заключается принцип ее работы. Функция осtat возвращает остаток от деления. Вот вписываю эту функцию. В качестве первого аргумента для примера указываю все так же поочередно возрастающее вот в этом столбце значение. А в качестве делителя для начала давайте зададим тройку. Закрываем скобку, Enter и видим вот такой результат. Уже выглядит вполне неплохо. Давайте теперь пошагово произведем вычисления, производимые функцией осtat вот здесь правее, чтобы лучше понимать принцип ее работы. Итак, функция ostat, во-первых, берет указанное число и делит его на заданный делитель. В нашем случае это была тройка. Давайте я сразу протяну эту формулу вниз, чтобы было сразу множество примеров. Окей. Далее отбросим часть результата деления после запятой. Мы это можем проделать с помощью функции округл вниз, задав в качестве целевого числа разрядов 0. Если обновим все формулы в столбце, то смотрите, что мы получаем. Ничего не напоминает? Верно. Мы только что с вами вручную воспроизвели те вычисления, которые производит уже разобранная нами функция частная. То есть на данном этапе мы фактически с вами опять получили ответ на вопрос, а сколько целых делителей умещается в каждом из вот этих чисел. То есть, например, в единице может уместиться 0 троек, все верно, в двойке все так же 0, а вот в тройке как раз умещается ровно один целый делитель. В четверке умещается также лишь один целый делитель, как собственно и в пятерке, а вот в шестерке могут уместиться сразу 2 целых тройки. И так далее. Этот принцип нам, собственно, уже знаком из разбора функции частная. В качестве же новой информации мы здесь как раз можем понять, как работает функция ostat. То есть смотрите, если мы сейчас умножим вот это полученное значение на делитель, то у нас выходят вот такие суммы. И вот если мы теперь от делимого эти суммы и отнимем, то смотрите, мы как раз получаем результат вычислений функции ostat. То есть функция ostat говорит, какая часть делимого остается не затронутой при наибольшем возможном целочисленном делении. В итоге имеется в виду вот эта часть. Вот и все. Мы сейчас с вами вручную целиком воспроизвели весь процесс вычисления функции ostat. При этом этот доскональный разбор мы делали лишь для того, чтобы подробнее вникнуть в саму материю происходящих вычислений. А в сухом же остатке нас интересует совсем другое. В сухом остатке нас интересует вариант применения функции ostat для циклированного использования лишь заданного количества рабочих смен. Ведь смотрите, если мы взглянем сейчас на результат работы функции ostat повнимательнее, то понимаем, что это как раз то, что нам и нужно. Если внутри функции мы отнимем у первого аргумента единичку и на конце формулы единичку наоборот прибавим, то получаем вот такое чередование фактически заданного количества однодневных смен. Смотрите, первая смена, вторая, третья. Первая, вторая, третья. И так далее. Если мы теперь укажем в качестве делителя четверку, то ожидаемым образом получаем цикл из уже 4 однодневных смен. Просто супер. Получается, фактически с помощью функции ostat мы получаем возможность программировать количество смен, а с помощью функции частная их длительность. Таким образом, ключ к решению нашей задачи находится всего в шаге от нас, и запрятан он в применении комбинации этих двух функций. Так что давайте эту комбинацию, собственно, следующим шагом и пропишем. И при этом не забываем, в последнем столбце у нас должны обозначаться не только номера смен, но также и праздничные и любые другие дополнительные типы дней. Поэтому формулу мы пишем такую. Во-первых, смены мы будем вычислять лишь для рабочих дней. Так что первым шагом вносим функцию «если» и говорим: если значение этой ячейки равно слову «рабочий», то…», и пока давайте внесем слово-заполнитель placeholder. В противном случае, пусть тут, собственно, и выводится указанный левее тип дня. Закрою скобку, нажму на Enter, и мы уже видим вполне неплохой промежуточный результат. Те ячейки, в которых прописано слово placeholder, в будущем будут содержать в себе указание рабочей смены, а остальные дни уже отмечаются как праздники или выходные. Мы на верном пути, так что продолжаем. Входим снова в содержимое первой ячейки и удаляем слово placeholder. На его месте мы теперь пошагово пропишем правильный алгоритм вычисления смены. Начнем с программирования длительности смен. Пишем частное и открываем скобки. В скобках теперь в качестве числителя указываем накопительный счет рабочих дней, а в качестве знаменателя указанную вот здесь длительность одной смены. Закрываем скобки и при этом обратите внимание, чтобы формула протягивалась правильно, в этой структурированной ссылке нужно удалить символ собачки, иначе ссылка всегда будет происходить в рамках текущей строки. Окей. Нажму Enter, и мы получаем вот такой результат с запрограммированной длительностью смен. Единственное, как вы помните, мы отнимали от числителя единицу, чтобы самая первая смена также имела правильную длительность. Так что заходим снова в формулу, и после ссылки на накопительный счет, вот здесь, вносим -1. Enter. И теперь длительность всех смен правильно прописана, начиная с самой первой смены. Поскольку мы, однако, до сих пор не встроили в формулу функцию ostat, нумерация смен бесконечно возрастает, а нам нужно, как видим вот здесь, чередование лишь 3 смен. Так что продолжаем написание формулы. Входим опять в содержимое ячейки, щелкнем по функции «если» и выберем весь второй параметр. Вот так просто нажимаем на него в подсказках. В итоге выделяется вот эта часть формулы. Ее целиком нам нужно обернуть в функцию ostat для будущего программирования количества смен. Так что ставим курсор вот здесь в
начале второго аргумента функции если, пишем осtat и открываем скобки. Теперь перемещаемся в конец второго параметра функции, вот сюда перед точкой запятой, и вносим еще одну точку запятой. Здесь нам теперь нужно указать требуемое количество смен. Оно у нас прописано в специальной вспомогательной таблице, так что вставляем ссылку на данную ячейку, закрываем скобку и также не забываем удалить символ собачки во внесенной структурированной ссылке. Посмотрим на промежуточный результат, Enter, и все. Мы буквально в шаге от завершения написания формулы этого столбца. Что нас сейчас не устраивает, так это то, что смены нумеруются начиная с нуля. Давайте это поправим. Решение при этом мы уже видели. Входим в содержимое первой ячейки и после указания количества смен, вот здесь в конце второго параметра, вносим +1, Enter, и все готово. Смотрите, 3 числа у нас первый рабочий день, и с ним начинает работу первая смена. Она длится 2 дня, и после нее идет вторая смена. Далее начинается третья смена, и она, так скажем, разрывается выходными, продолжаясь уже после воскресенья. После чего опять идет первая смена, вторая и так далее. Стоит нам сейчас внести изменения в настройки вот здесь, и все моментально поправится. Давайте покажу. Например, внесу вместо 3 смен 4 смены, Enter, и видим. Теперь у нас после третьей смены идет четвертая, и лишь после нее снова первая. Также можно посмотреть, как будет выглядеть картина со все так же 4 сменами, но длительностью по 3 дня. Enter. Просто супер. Таким образом, мы с вами только что полностью подготовили основную таблицу, и теперь пора отобразить все выводимые в ее последнем столбце типы дней в календаре. Для большей наглядности, однако, перед этим давайте зададим сменам длительность в 2 дня, ну и вернем на место планирования лишь 3 смен. Окей, вводить теперь указанные здесь типы дней и смены для каждой даты в календаре мы будем с помощью правил условного форматирования. Это будет последним шагом по созданию нашего календаря, после чего мы приведем пару примеров его применения и, собственно, закончим сегодняшний неимоверно длинный, но и крайне насыщенный урок. Итак, давайте приступим. Во-первых, следует понимать, какой логике мы сейчас будем следовать. В правилах условного форматирования мы будем брать каждую отдельную дату и смотреть, что для нее внесено в последнем столбце нашей основной таблицы. На данный момент есть всего несколько вариантов того, что может быть в этой таблице отображено. Это одна из смен, указание, что день выходной, или же что день праздничный. И вот для этих значений нам нужно прописать правила форматирования. При этом каждый раз мы фактически будем использовать почти одинаковую формулу, у которой нужно лишь в конце заменить сравниваемое значение. Именно поэтому, чтобы упростить процесс написания формулы, предлагаю сперва ее прописать где-нибудь на рабочем столе и в дальнейшем просто копировать ее текст и вставлять его в нужном поле в окне создания правил условного форматирования. Так что ставим курсор где-нибудь вот здесь. Вводим символ равно и пишем название функции просмотр x. Она у нас выводится в предложениях вот здесь, так что я опять клавишей со стрелкой вниз предвыбираю ее и щелкаю по клавише Tab. Сразу функция дописывается, открываются скобки, и здесь мы теперь вводим ссылку на ячейку B3. Окей, точка запятой, и искать значение указанной даты мы будем в столбце дат. Вот здесь. Проще всего выбрать диапазон значений этого столбца умной таблицы будет так. Выбираем одну из ячеек нужного столбца и используем комбинацию клавиш Ctrl-пробел. Excel выбирает всю область значений этого столбца. Теперь смотрите, важный момент. В дальнейшем прописываемую сейчас формулу мы будем использовать в строке формул правил условного форматирования. А там вот такие структурированные ссылки напрямую, к сожалению, применяться не могут. Именно поэтому эту структурированную ссылку нам сейчас нужно обернуть в функцию dvSyl. Ставлю для этого курсор вот сюда перед ссылкой, пишу dvSyl, выводится прилагаемая функция, вот она. Это верно, так что просто нажимаю на Tab, и у нас сразу функция дописывается и открывается ее скобка. Теперь мы не забываем, что функция dvSyl всегда требует в качестве входного аргумента текстовое значение, так что открываем кавычки. После этого переходим к концу ссылки, вот сюда. Можно для этого просто нажать на клавишу End. И здесь закрываем кавычки, ну и сразу за ними также и скобки. Отлично. Вносим точку запятой и аналогичным образом указываем структурированную ссылку на диапазон значений столбца смена тип дня. Пишу dvSyl, табом дописываю название функции, затем выбираю одну из ячеек нужного столбца, Ctrl-пробел и оборачиваю эту ссылку в кавычки. Ставлю курсор сперва здесь, кавычки, затем клавиша End, снова кавычки и закрываем скобки. На пока все, так что закрываем последнюю пару скобок и нажимаем на Enter. В итоге у нас сейчас подтягивается обозначение праздничного дня. Это так, поскольку в ячейке заголовка января, вот здесь, внесено, как помним, 1 января, и оно согласно основной таблице является праздником. Что ж, супер. Вот теперь, уже подготовив формулу, мы можем приступить к созданию правил условного форматирования. Непосредственно перед этим войдем в содержимое ячейки, скопируем целиком всю эту формулу, я использую комбинацию клавиш Ctrl-Shift-Home, чтобы выбрать весь текст, и затем Ctrl-C. И теперь приступим к созданию правил условного форматирования.
Выбираем для этого целиком область календаря вместе с заголовками месяцев. Я это сделаю опять-таки с помощью комбинации клавиш. Зажимаю Ctrl-Shift, щелкаю по клавише вниз, чтобы выбрать все ячейки, заполненные без пробелов вниз. И теперь также, держа зажатыми клавиши Ctrl и Shift, щелкаю один раз вправо, затем еще раз. И здесь уже придется вручную несколько раз щелкать по клавише вправо. То есть отпускаем Ctrl, держим все так же зажатой клавишу Shift и щелкаем столько раз, сколько нам понадобится для выбора третьего ряда месяцев. Итак, диапазон всего календаря мы выбрали, и поэтому теперь во вкладке «Главное» щелкаем по кнопке «Условное форматирование». В открывшемся списке выбираем команду «Создать правила». В следующем окне нам нужен вариант «Использовать формулу для определения форматируемых ячеек». В поле формулы мы вставляем с помощью комбинации клавиш Ctrl-V скопированный текст подготовленной формулы, и для ее завершения остается лишь на конце вписать сравнение. Как помним, нам нужно создать правила для всех вот этих вариантов обозначения дней, так что просто будем идти по порядку и начнем с выделения первой рабочей смены. Для этого просто добавляем на конце формулы сравнение равно единице. Все, проверочная формула готова, и теперь остается лишь задать форматирование. Щелкаем по кнопке «Формат». И я в качестве примера скажу, что рабочие дни первой смены у меня должны в календаре выделяться светло-синей заливкой. Вот такой. Ну и, пожалуй, для отделения друг от друга дней я также задал бы во вкладке «Граница» белую внешнюю границу. То есть выбираю белый цвет и задаем его в качестве цвета внешних границ. Щелкаем вот сюда. Окей. И вот результат. Как видим, все дни первой смены у нас выделены теперь синим цветом. Следующими давайте отобразим на календаре дни второй рабочей смены. Просто для этого, выбрав опять весь календарь, создаем еще одно пользовательское правило условного форматирования. Здесь в поле формулы снова вставляем из буфера обмена скопированный текст формулы и в конце вписываем в этот раз сравнение равно двойке. Опять заходим в формат и в этот раз задаем цвет заливки для второй смены. Пусть это будет вот такой светло-оранжевый цвет. Кроме того, также не забываем задать белый цвет внешним границам ячеек. Окей. Еще раз окей. И вот на календаре выделяются уже дни и второй смены. Супер! Собственно, таким образом вам нужно определить цвет для того количества смен, которое в будущем может потребоваться. Я сейчас в рамках нашего примера задам форматирование для максимум 3 смен, и поэтому добавляю уже представленным образом последнее правило для форматирования третьей смены. Супер! Все рабочие смены уже на календаре отмечаются. И теперь давайте также создадим правила условного форматирования для праздничных и выходных дней. Все так же добавляем правила, вставляем уже известную нам формулу и в конце вписываем равно и в кавычках праздник. Окей. Формат будет такой. Красная заливка с белым подчеркнутым шрифтом полужирного написания и белая граница ячейки. Отлично. Ну и теперь выходные. Давайте их отметим просто красным цветом шрифта. Добавляю очередное правило условного форматирования. В конце вписываю день выходной и лишь изменяю цвет шрифта. Он будет вот такого красного цвета. Супер. При этом, как видите, кое-что у нас сейчас здесь отображается неправильно, а именно дни, не относящиеся к своим месяцам. То есть вот, например, в феврале из-за заливки виден один день предыдущего месяца, января, а также дни следующего месяца марта. Поправить мы это можем, поменяв порядок применения правил условного форматирования. Опять выбрав целиком все месяца, открываем список правил условного форматирования. Сделать это можно просто, щелкаем по кнопке «Условное форматирование» и выбираем опцию «Управление правилами». Сделаем это окно побольше. Просто тянем вот так за край. И вот теперь вот эти все правила форматирования типов дней нужно сместить вниз. То есть выбираем каждое отдельное правило и, щелкая по стрелке вниз, смещаем их в самый конец списка. Кроме того, также у каждого из этих правил без видимого форматирования нужно активировать настройку «Остановить, если истина». То есть выставляем вот так галочки. Окей? Ну и последняя поправка. Среди всех этих правил подчеркивания типа дня на самой верхней позиции следует разместить правила условного форматирования праздников, также активировав настройку «Остановить, если истина», чтобы праздники, так сказать, переписывали поверх выходные дни. Все, вот теперь нажимаем на «Ок», и мы буквально в миллиметре от готового календаря. Единственное, что нужно еще поправить, так это убрать форматирование и заголовков месяцев. То есть вот видите, например, 1 января, содержащееся в заголовке месяца января, подпадает под правило форматирования праздников, и поэтому мы получаем вот такую красную заливку и белый шрифт слова «январь». Заголовок же мая отформатирован как выходной день, так как 1 мая – это воскресенье, а заголовки большинства остальных месяцев отформатированы как рабочие смены. Так что поправим это. Зажав клавишу Ctrl, выбираем все заголовки месяцев. При этом можно особо не церемониться и выбрать целиком строки вот таким образом. Теперь снова щелкаем по списку команд условного форматирования и нажимаем на «Создать правила». Выбираем уже знакомый нам вариант для написания пользовательской формулы, и здесь в поле формулы можно внести, например, что-то подобное. Вставляю знак «равно», выбираю первую ячейку выделенного диапазона, то есть ячейку заголовком января, удаляю символы долларов из ссылки. Теперь указываю обозначение логического сравнения «не равно»,
то есть вот так вносим символ меньше и сразу символ больше, и указываем пустые кавычки, то есть просто открываем и закрываем их. Таким образом, это правило звучит сейчас так. Если ячейка не пустая, то форматируй ее следующим образом. И форматирование мы ей как раз сейчас и зададим. Это будет просто белая заливка с черным полужирным шрифтом. Окей, и пока ничего не меняется. Если вы наблюдаете одинаковую картину, то не удивляйтесь. Смотрите, если мы откроем список правил условного форматирования, то видим, что в недавно прописанной формуле ссылка с B3 почему-то сместилась на вот такую ссылку. Я полагаю, что это баг в Excel. В некоторых ситуациях происходит именно так. Пишешь правило, подтверждаешь его применение, и почему-то ссылки в нем вот так, считай, рандомно изменяются, из-за чего приходится заново заходить в это правило и поправлять нежелаемые изменения ссылок. В общем, как бы там ни было, дважды щелкаем по нашему правилу и возвращаем на место ссылку B3, вписав ее вот так вручную. Окей. И перед тем, как окончательно подтвердить изменения, ставим также галочку в поле «Остановить, если истина» у нашего нового правила. Окончательно подтверждаем изменения, и все. Мы с вами только что целиком построили автоматизированный, универсальный планировщик смен в Excel. Чтобы аккуратно отображался лишь календарь, можно вот так выделить, во-первых, столбцы области его настроек и использовать комбинацию клавиш Alt-Shift стрелка вправо, чтобы сгруппировать этот диапазон и скрыть его. И то же самое, конечно, можно также повторить и с основной таблицей. Идеально. Что ж, давайте насладимся этим творением и рассмотрим его возможности. Начнем с самого основного, с настроек календаря. Для того, чтобы поменять отображаемый год, просто вносим в ячейки B2 дату первого месяца нужного года. Вот, например, 2023 год, вот високосный 2024 и так далее. Верну пока обратно 2022 год. Идем дальше. Откроем вот этот диапазон с настройками. Кстати, вот эту формулу можно удалить, она больше не нужна. В этом диапазоне настроек мы можем поменять формат недели. То есть вот смотрите, вношу единичку, Enter, и теперь первый день недели – это воскресенье. Если внесем число 16, то первым днем недели становится суббота. В некоторых странах используется такой вариант формата недели. Окей, давайте, однако, вернем привычный нам вариант. Вношу двойку, и неделя в нашем календаре опять начинается с понедельника. Отлично. Идем далее. Вот в этой таблице, как вы уже знаете, можно менять настройки смен. Вот, например, настроим планирование 2 смен по 3 дня. При этом обратите внимание, в текущем примере настройки календаря я прописал правило форматирования лишь максимум для 3 смен. Именно поэтому, если настроить отображение 4 смен, то 4-я смена, как и все последующие, пока никак визуально не выделяется. Это я просто так решил напомнить, что если вам требуется больше 3 смен, то нужно добавить дополнительные правила условного форматирования в календарь. Отлично, эту умную таблицу мы также обсудили, и давайте я опять верну настройку планирования 3 смен по 2 дня. Окей, переходим к следующей таблице. В ней мы можем менять выходные и рабочие дни. Вот, например, сделаем четверг выходным, а субботу, наоборот, рабочим днем. Планирование смен, сразу как видим, отличным образом поправляется согласно текущим новым настройкам недели. Окей, это снова был лишь пример, так что верну опять-таки обратно привычный вариант, когда суббота и воскресенье – это единственные выходные дни. Супер! Ну и кроме того, как вы уже знаете, в списке ниже можно вносить особые дни в календарь. Примеры с 1 январем и 8 мартом нам уже хорошо известны в рамках этого видео, так что добавим для наглядности еще и день труда. Вот смотрите, сейчас эта дата в календаре отмечена как обычный выходной день, так что пишем вот здесь описание, день труда, дата 1 мая, тип праздник и подсчет 0. Супер! Сразу видим, как 1 мая у нас теперь отмечается как праздничный день поверх его статуса обычного воскресного выходного дня. Представим, что из-за выпадения праздника 1 мая на воскресенье праздничным выходным днем должен стать следующий день, то есть понедельник. В таком случае вписываем в описании, например, перенос праздничного дня, дата 2 мая, при этом обратите внимание, я сейчас нажимаю на Tab и моментально на день сдвигаются запланированные смены. Ну и дальше пишем тип дня праздник и учет рабочих дней также нулевой. Супер! Этим примером со 2 мая я лишь хотел показать, как смещаются запланированные смены в соответствии с особыми заданными пользователем днями. Что ж, отлично. Кроме того, давайте я вам также представлю, как данную таблицу специальных дней можно использовать для внесения замен в план смен. Предположим, например, что по определенной причине во вторник 4 января работники 3-й смены, зеленый цвет, должны подменить работников 1-й смены. В данном случае просто вносим в таблицу специальных дней такую строку. Описание, например, замена. Дата 4 января. Сразу видим, смены в календаре сместились. И после в типе указываем заменяющую смену. Это 3-я смена. Сразу также внесем в учете дня более эксплицитно 0. Вот теперь у нас 3-я смена работает вместо 1-й 4 числа. При этом, как мы сейчас видим, второй рабочий день 1-й смены передвинулся на следующее 5 число. То есть, если одна смена просто должна подменить другую без изменения последующего запланированного распределения смен, то в строке замены смен нужно в столбце учет рабочих дней внести единицу. Вот выбираю эту ячейку, единица,
Enter. И теперь, как видите, третья смена подменяет вторую, а после идет изначальный план. То есть, грубо говоря, один рабочий день первой смены был отдан третьей безвозмездно, так сказать. Что ж, супер. Пожалуй, мы обсудили весь самый важный функционал этого календаря. Как можно заметить, календарь выходит достаточно универсальным. Он способен принимать любые дополнительные типы дней, учитывать ручные поправки, вносимые в планы распределения смен. Он может отображать самые разные настройки рабочей недели и так далее. Кроме того, поскольку характеристики всех дней кода также правильным образом у нас автоматически прописываются в основной таблице дней, можно легко выводить определенную статистику. Вот, например, перечислю все типы дней, первая, вторая, третья смены, а также выходные и праздничные дни, и теперь подсчитаем количество каждого типа с помощью функции счет если. Вот сразу видим, у нас в году 85 рабочих дней первой смены, 86 второй и 87 третьей. 103 выходных дня и 4 праздника. Отменим вот эту замену смен 4 января, и у нас сразу поправляется указание рабочих дней отдельных смен. Каждая смена теперь работает по 86 дней. Просто красота. Что ж, я рассказал, пожалуй, все самое интересное об этом календаре. Тем не менее, поскольку он построен достаточно универсальным образом, в него можно встраивать и другой дорабатываемый функционал, а также выдумывать другие варианты его применения. Простейший пример можно привести такой. Например, в этом календаре можно планировать тренировки по определенному графику в зависимости от дней недели, который также активно бы учитывал вносимые вручную поправки в списке специальных дней и так далее. В общем, здесь реально открывается большое поле для креативных решений. Так что если у вас будут какие-нибудь интересные предложения по применению или же расширению функционала этого календаря, можете смело делиться ими в комментариях. Окей. Кроме того, я специально не делился готовым файлом этого календаря до самого завершения видео. В конце концов, важно, чтобы вы не просто брали готовое решение, но и понимали принцип его построения и работы. Да и что уж и говорить. Одно лишь следование указаниям из этого видео и повторение представленных действий однозначно может принести огромную пользу и помочь закрепить важные навыки работы в Excel. В любом случае, для самых ответственных зрителей, для тех, кто целиком просмотрел это видео и, возможно, даже также проделал все представленные шаги по созданию календаря, я делюсь ссылкой для скачивания готового файла, который в этом видеоуроке был создан. Эта ссылка запрятана в файле для начала работы с видеоуроком. То есть вот, в этом изначальном файле, с которого мы начали видеоурок, и запрятана ссылка на скачивание готового календаря. Смотрите, где ее можно найти. Открыв файл для начала урока, заходим в редактор VBA, используем для этого комбинацию клавиш Alt F11. В открывшемся окне щелкаем левой кнопкой мышки по наименованию сюрприз второго спрятанного в рабочей книге листа, и в окне Properties изменяем значение настройки Visible с двойки на -1. Если у вас это окно Properties вот так скрыто, то вывести его можно, щелкнув по вкладке View и выбрав вот здесь опцию Properties Window. Окей. Поменяв настройку на Sheet Visible, закрываем окно редактора VBA и сразу видим в рабочей книге второй лист. Открыв его, видим две ссылки для скачивания готового календаря в двух вариантах. В первом варианте прописаны формулы, которые мы писали в этом видеоуроке, то есть с функцией просмотра X, а во втором варианте использованы лишь доступные для всех функции. Если вы работаете в версии Microsoft Office 2021 или Office 365 и, естественно, в более новых версиях Microsoft Office, то скачивайте вот эту версию. Если у вас версия Microsoft Office более старая, то используйте вторую ссылку. Что ж, супер. Вот мы и закончили этот просто огромный видеоурок. Надеюсь, он вам понравился и предоставил очередную возможность поупражняться в Excel. Кроме того, конечно, надеюсь также, что созданный в рамках этого урока календарь-планировщик поможет вам в решении ваших задач. Если это видео и созданный календарь вам понравились, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока.